Всем привет, наши дорогие друзья! Мы очень рады новой встрече здесь у нас на канале. И сегодняшнее видео хотели бы начать с обновления окон в летнем душе. Вы часто нам писали о том, что их пора бы уже преобразить, поэтому сегодня займемся их внешней отделкой. Также мы убрали, вы знаете, старый заборчик там и будем отделывать бордюр. Поэтому этим сегодня займется Роман. Ну а я приготовлю очень вкусный кетчуп из кабачков и поделюсь с вами рецептом. Так что оставайтесь с нами и всем приятного просмотра. Многие нам писали, говорят, что-то окна у вас не камильфо, не подходят к новому дизайну и формату вашего летнего душа. Недоделанные, да? Поэтому мы думали, как бы их так красиво отделать. Я там прикупила некоторые материалы, взяли также уголки. Остатками клей-пены мы запенили вот эти пустоты на лутке сверху, снизу, справа, слева. И сейчас возьмем те уголки, которые Вика прикупила, и сделаем такое красивенькое обрамление. Уже окна будут более-менее доделаны. Вот такие уголки, пластиковые, легкие, но по размеру как раз нам подойдут. Сейчас постараюсь болгаркой очень аккуратно отрезать, а потом, наверное, даже на цветные гвозди. Такие есть с маленькой шляпкой, специальные, невидимые. На них посадим, и будет красиво. Так, сейчас примеряем. О, подходит отлично. И красиво, правда? Так, Викулечка, ты придерживай, а я буду забивать. Да, и тут давай тоже. Вот такие гвозди практически незаметные. Шляпка маленькая, но держать будет все равно хорошо. С этими уголками у нас получилась интересная история. Это тот момент, когда ты посылаешь мужа за одним, а он покупает, совершенно другое. А в итоге ты не расстраиваешься, даже наоборот. Так у нас получилось с уголками. Я Роме показала уголки, которые хотела, но в моменте покупки он забыл, какие именно нужно было купить. Купил эти, и я обрадовалась, потому что они как раз уже и отлично поместились в проем. Ну и в итоге не пришлось что-то выдумывать и подрезать. Если у вас тоже такие были ситуации, делитесь в комментариях. Хоть какой-то вид получается, да? Ну, какой-то, да. Обрамление хотя бы уже есть. О, еще у тебя какой-то маленький, да. Давай сюда. О. Так, у меня тут немножко шорты испачкались. Не обращайте внимания. У нас тут идет рабочий ремонтный процесс. Конечно, немножко... я сам вот весь в этом в клею. Это потому, что вот стирка у нас каждый вечер. Пока днем там зашпаклевал, там подрезал, там присел и уже выпачкался, испачкался. Ну, вот так, как-то так. Вот из таких уголков отделали окошки в летнем душе. Но, как видите, еще работы много. Нужно будет поработать со стеклами. У меня есть одна идея, но я вам покажу ее потом. Так, окно красиво сделали. А теперь займемся вот этими ступеньками, этим палисадничком. Сейчас покажу, какие кривые вот ступеньки. Вот, если вот так, видите, это этот край, и там вот так вот уходит. Что делать, я не знаю. Нужно будет ломать, наверное, вот ту сторону. Я вот лом принес. Видели, да? Вот тут этот край, а этот здесь. В общем, сантиметров на 30-40 уходит в сторону. Поэтому мы это сломаем сейчас и заново выставим. Жалко. Старался я когда-то. Делал. Ну, косо-криво, лишь бы живо. У меня здесь очередная партия
грушевого варенья. Первую партию я закрыла, и будет еще третья. В кухню закрываю дверь, чтобы вся эта жара не шла в дом. Вот, и сейчас вот утречком несколько раз прокипячу и закрою. А вечером буду готовить третью партию. А здесь как раз стоит у меня первая партия. Я ее подписала по вашему совету. Вот спасибо вам огромное, что вы всегда даете вовремя нужные дельные советы и рекомендации. Поэтому вообще будет удобно зимой видеть, что ты берешь и какого года выпуска. Так, ну а здесь родители вместе с грушами передали еще мне варенье из смородины. Вернее, это не варенье, а перетертая смородина с сахаром в блендере. Это очень вкусно и полезно. Мы не варим смородину, а в основном в сыром виде ее закрываем. В этом году я не успела приехать к ним помочь собрать смородинку, поэтому они все сделали сами и вот передали готовый нам такой гостинец. Будем зимой лакомиться. Тоже отнесу в погреб. Вот, подписала. Ну и пока варится варенье, отправляюсь к Роме и посмотрим, что там у него получается. Иду к Роме. Покажу вам, что тут происходит. Рассказывай, что ты сейчас делаешь? Что, выравниваю наши ступеньки. Они были очень кривые, поэтому пришлось расширить вот эти вот, как они, боковые стороны, да, сами бордюры, потому что эта бордюра уходила сюда, это сюда, а я сейчас вот так выровняю, и вроде более-менее уже получается. Ну тут серьезная у тебя конструкция, да. Ром. У нас есть вот этот кирпич такой красный, огнеупорный. Применить его некуда. Я думаю, как раз сюда и применю. Вот видите, смотрите, вот эта вот кривизна. А ну, Вика, покажи ближе. Да? Вот она. Я ложу кирпичи и вот так примерно выравнивать буду. Видите? Сюда 10 сантиметров и сюда. И как раз 20 сантиметров выровняется. Надеюсь, что так получится. Получится. Пока я отошла, тут смотрите, что уже происходит. Серьезная, Ром, кладка, конструкция. Да, такие уже ступени сделаем. Надеюсь, больше не будем переделывать. Ну да. Это тоже такая серьезная, как переделка или работа. Да. Я, видишь, натянул ниточку уже, теперь уже более-менее ровная. И сами еще, конечно, ступени нужно будет выровнять, потому что, не знаю, видно или нет, да? Вот тут тоже сейчас такой раз покажу. На ширину. Ну, как-то ты знаешь, ты уже их выровнял этим кирпичом, и уже намного вид ровнее, уже не сильно видно. Ну, что они в разные стороны. Немножко выравнивается, но еще нужно будет поработать денечек, чтобы все сделать хорошо. У тебя круто получается, Ром. Вообще супер, молодец. После многих наших переделок и выравниваний из кривого в ровное, могу наконец-то согласиться с фразой, что лучше новое построить, чем переделать старое. Роме пришлось несколько раз делать замеры, чтобы четко построить линии под новую кладку. И вспоминая прошлую нашу переделку, вернее обновление старого дровника, то там мы справились намного быстрее, чем с этим, казалось бы, маленьким бордюром. А здесь, пока Рома выравнивает ступени, я пришла ему помочь, а вернее прибраться вокруг, чтобы ему было приятно работать. Так, я сейчас на кухне поставила греться воду. У меня сегодня будет такое задание. Рома сейчас везет после забоя птицу, и мне нужно будет ее разделать и снять перья. Я давно этого не делала, не занималась таким. Ну, в общем, такая работа у меня будет. Все, есть. Альфуша, кто там у Ромы? Ты такого не видела, да, еще? И Жужа тоже не видела. Это уточка, да? Это уточка. Ага. Они уживутся вдвоем тут? Четвером. Четвером? Пойдем, Альфуш, пойдем. Так получилось, что 4 птицы Рома привез уже готовых к обработке, ну а 4 поживут пока у нас. Ну что ж, мечтали о хозяйстве, получите. Почувствуем себя настоящими сельскими деревенскими жителями.
Мясо птицы тоже завакуумировала, заморозила. И сейчас перекладываю мясо с верхней на нижнюю полку. В общем, вот эти пакеты хочу сюда вниз переложить. Здесь у меня уже мясо кроля. Так, это тоже у нас уточка. А это тоже мясо птицы. Я ее, вот эту штучку вытащу. Это то, что мы будем готовить. Скоро будем готовить, поэтому я не вакуумировала. Вот, а это сюда переложу. Это то, что можно полежит подольше, скажем так. Вот, на долгое хранение. Все. Ну, а это переложу на верхнюю полку. Хотела сделать тушенку, вот закрыть, но у нас там еще сосед принесет птицу, поэтому будем закрывать тушенку уже в другой партии. Вы, наверное, думаете, что я делаю с этим бедным пластиковым уголком. Делаю вот такие отверстия, чтобы туда проникал клей. Потому что сколько я ни старался, все равно, вот видно на вот этом краю, все равно угол получается кривой. Сравните, вот здесь и здесь, да? Это еще немножко зашлифуется и вообще будет идеально. Сюда проникает клей. Накладываю здесь со всех сторон, потом хорошенько прижимаю. И вот это пространство тоже заполнится. Так сказать, два маяка. Ставлю и между ними заполняю клеем. Получается одним выстрелом или двумя выстрелами двух зайцев. Да, и края, и середина будет ровные. По этим бордюрам мы все равно ходить не будем, но даже если будем, наступим раз-два, это все хорошенько выдержит. Что я еще понял, что самый лучший вариант это взять железные уголки, хорошенько сварить, и будет и ровно, и надежно. Но раз уже начали без них делать, то вот такой способ тоже придумали. Бывает такой перфорированный уголок, он более тонкий, но у нас его не оказалось. А такой пластиковый старый оказался. Думаем, что делать? Насверлим дырок и сделаем это сами. Бесконечно можно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течет вода и как Рома штукатурит. Ну, что-нибудь там, штукатурит. Это известное выражение здесь набирает ход, и кадры, как работает кто-то, для меня действует очень успокаивающе, поэтому оставлю их и для вас. Беру вас с собой в погреб. Здесь сегодня нужно будет прибраться. Хотя здесь я уже наводила уборку на полочках и, в принципе, полностью в погребе. Но внеплановый приезд птиц все их немножко мне тут испортил. Я как раз только спустила банки, чтобы их подписать, как вы мне советовали, и потом только расставить по полкам. Вот, на полках. Но не успела, так что вот сейчас, что получилось, то получилось. Буду сейчас здесь прибираться и расставлю банки. А то вдруг опять какой-то будет у нас тут захват погреба. Так, ох-ох-ох. Здесь немного перьев. Я думала, хоть немножко будет, навозика какого-нибудь удобрить наш огородик, чтобы... Хотя, вот тут я уже во что-то вступила. Ой. Ладно, надо убрать, а там будет видно. Размечталась я о навозе. Они, конечно, слишком мало здесь побыли. И, в принципе, вы знаете, пока здесь жили уточки, гусочки, я уже думала, может, правда, здесь соорудить для них место, и пусть тут уже живут, зимуют. С ними как-то, знаете, прям по-деревенски здесь у нас на даче стало. Так здорово. Ну, нет, не те условия. Поэтому, прежде чем заводить хозяйство, лучше сделать хорошие условия для птицы или кого мы там будем держать. Вот, и потом только заводить. А это, не дело. Держать их тут в подвале сыром.
У нас тут в погребе села лампочка на освещение, поэтому я здесь как в темнице сырой. Навела хлорный раствор, немножко моющего добавила. И сейчас вымою банки, поставлю банки, чтобы стекала вода. Потом они высохнут, банки, и я их поставлю туда на полочку. Так, ну что, поехали. Банки вымыла, просушила, расставила их на полке по своим местам и заметила, что места свободного мне становится все меньше и меньше. Даже не думала, что получится так много закруток, а это только начало. Впереди у меня еще томатный сок, лечо, кетчуп, аджика. Так что придется разгружать нижнюю полку и, наверное, подумать о боковых полочках. Мне удалось освободить половину полки, это уже хорошо, и я сразу нашла 2-литровые банки для томата и вот такие пузатики литровые. Вот. И нашла еще пол-литровые баночки, они, правда, закручивающейся крышкой, я буду их использовать под баклажаны. Все, готово, пошла дальше работать и вернусь сюда уже с новой закруточкой. А на днях ко мне заходила моя соседка и поделилась со мной очень вкусным рецептом кетчупа из кабачков. Я очень удивилась такому рецепту, но все-таки решила попробовать. А тем более мне этот рецепт показался очень простым, да и сезон кабачков еще продолжается. Я приготовила, попробовала, кетчуп мне очень понравился, поэтому рецептом с удовольствием делюсь с вами. Подробный рецепт оставлю в описании, ну а здесь покажу способ приготовления. Мою кабачки, лук — это основные ингредиенты для рецепта, но скажу сразу, потому что я готовила уже вторую партию. Сюда также можно добавить и морковь, и перец, и получается тоже очень вкусно. Нарезаю кабачки и лук крупными кубиками, но лучше нарезать их мелкими. Тогда кабачок и лук быстрее сварятся, и вы сэкономите время. Овощи перемешиваю и солю. Они пускают сок, и ставлю их на среднюю температуру, чтобы они сварились, периодически помешивая. Пока овощи варятся, приготовлю пакетик со специями. Беру вот такой чайный пакетик. Они продаются совсем недорого, по-моему, 100 штук, около 80 рублей. Но так как мы любим травяной чай, такие пакетики у нас всегда имеются. По рецепту нужен перец горошком и душистый перец. Но у меня есть вот такой набор перцев, поэтому я закидываю их столько, сколько мне нужно по вкусу. Добавляю гвоздику, ну и, пожалуй, наш пакетик готов. Овощи сварились, как видите, они изменились в цвете, стали мягкими. И теперь пропускаю овощи через блендер, и они превращаются в вот такое пюре. Дальше добавляю сахар, кориандр, перец чили и томатные пасты. Здесь уходит почти вся пол-литровая банка. Все это перемешиваю и еще добавляю корицу, ну и окунаю в наш пакетик со специями. Снова все перемешиваю и ставлю на плиту. И здесь начинается самое интересное. При варке появляются вот такие вулканы, поэтому лучше не отходить и постоянно помешивать. Я выбрала нужную среднюю температуру и проваривала где-то минут 20. Баночки подготовила заранее и поставила их на стерилизацию. Также добавляю теперь в конце уксус и разливаю наш кетчуп по баночкам. Это очень вкусно, к приготовлению вам, хозяюшки, рекомендую. Кетчуп готов. У меня получилось 2,5 литра. Я делала кетчуп полностью по рецепту. И скажу вам, что получилось очень-очень вкусно. Не знаю, почему я раньше не встречала этот рецепт. Теперь мои кабачки будут уходить только на этот кетчуп. Но еще, кстати, меня там заинтересовал рецепт с аджикой, но я его не пробовала. Как попробую, приготовлю и с вами поделюсь. В общем, делюсь в описании под этим видео рецептом с вами. Так что пробуйте и радуйтесь. Очень вкусно, девочки. Мы приехали к родителям. Слышите, там уже гудят, жужжат, работа кипит. Одним отрезом 5 штук, представляете? Вот.
Приехали погостить к родителям на дачу и немного помочь. Сегодня у Ромы будет ответственное задание помочь папе сварить стеллаж. А еще для забора папа купил профлист, но его нужно было подогнать по нужным размерам. Взяли такую расцветку родители, ну, потому что у них здесь и беседка с такими оттенками, поэтому и забор взяли тоже такой. Приезжаешь к родителям на дачу, здесь все чисто, красиво, уютно, пахнет вкусно. Здесь даже кофе на завтрак как-то по-особенному пахнет. Но дача – это тот же свой дом, участок, за ним нужно ухаживать, и всегда найдутся дела, которые тоже родителям не дают покоя. Мы сделали неправильно, поели, а потом работаем. И с полным животом неудобно приседать. Сделали замеры, отрезали и также примерили к каркасу забора. Ну и по папиному радостному лицу видно, что все сделали правильно. Но дальше переходим к нашему стеллажу. Забыли перчатки сварочные. Но мы собрались варить, да? Одинаково, да? Теперь это не одинаково, это будет поменьше получится. Кладем. Сварили мы с папой каркас. Так. Вот это две стороны. Это одна сторона и вторая. Тоже мы ее поднимем. Правда, вот эти будут вовнутрь. Вот. И еще посередине две такие железки по 40 сантиметров. Это будет такой хороший стеллаж прям к стене. Вот здесь будут две планки по 40 и тоже снизу. Так что сейчас тоже обварим. Я пока так поприхватывал по чуть-чуть, потому что вдруг оно будет косовато, кривовато, то сейчас уже сварим прихватками, а потом уже будем обваривать до конца. Сейчас хорошенько это прихватим. Это сердцевина будет. Специально взял вот такой уголок, магнитный у нас есть. Тут 90 градусов, чтобы не ошибиться. Вот так. Чикс. Вот так 90 градусов выставляем и обвариваем со всех сторон. Пока Рома с папой занимаются гаражными работами, я буду заниматься своим любимым делом. Догадайтесь с первого раза, каким? Правильно, я буду красить. Мне нужно будет сегодня покрасить столбики и поперечины. А потом они, когда высохнут, папа будет крепить профлист. Взяли грунт эмаль, белый цвет. Почему взяли белого цвета грунт эмаль? Потому что лист будет вот так крепиться, и с той стороны будет бело-серый такой оттенок. Красный будет снаружи, а внутри бело-серый. Поэтому взяли беленький. Можно, в принципе, добавить черный колер, чтобы получился вот такой сероватый оттенок. Ну, папа говорит, со временем он и так посереет. Я тоже так думаю. Поэтому сейчас буду приступать красить. Какой классный каркас на стеллаж получился. Полки здесь тоже будут, папа сделает их позже. Материал у него имеется. Ну а я, пользуясь случаем, попрошу вас поставить лайк, чтобы поддержать работу Ромы и папы. Вам не сложно, а им будет очень приятно. Заранее вас благодарю. Все, работа окончена. Мы пошли кушать арбуз. Еще не окончено, это только первая часть. Викулечка тут забор красит. Красиво у тебя получается. Уже докрашивает. Да, уже докрашивает. А потом же будем крепить профлист. Может сегодня, а может когда подсохнет краска, тогда на следующий раз. А ну-ка. Зеленый. Должен быть спелый, Ром. Зеленый. А ну-ка. Зеленый. Ром. Зеленый. Мастер-класс от мамы.
Да. От тещи. Мама, как хотите. Арбуз. Как красиво. Оцените досточку. Худенькую. А ну-ка, покажи красоту. О, красота какая. Планируем еще над воротами в гараж козырек сделать. Отрезали кусок профиля, туда его забиваем и потом под уклоном приварим. А потом еще с этой стороны, да? Там уже проще будет, я все места покрасила. Да. Ты, главное же, с боков и снизу прокрасила, только с этой стороны осталось. Так, обед мы не успели заснять. Ну, хотя бы ужин. Что это у тебя там? Рассказывай. Уточка. Уточка. И папа приготовил обалденный плов. Я вам... Вот, кому-то 2 ложки поклали. Так, положили. Исправляюсь сразу. Он очень вкусный, очень вкусный. Просто вот через экран не передашь вкус его. Домашний майонез, салатик. В общем, приятного аппетита. У родителей хорошо, но дома тоже ждут дела, так что возвращаемся домой. А я иду со своим пакетом. Искала свои закрома, вернее, искала самоклейку. Ну, в общем, достала вот этот мешочек. Сейчас будем искать ее здесь. Тома, ты почему возмущаешься? Так, у меня была хорошая самоклейка для стекол. А вот она. Ну да, Томочка. Сейчас пойдем на уличку, сейчас. Так, я думаю, что мне на это окошко ее хватит. Покажу, как она выглядит. Мы уже когда-то ее использовали в нашей реставрации. Смотрите, какая красота. И я хочу ее сейчас использовать для реставрации окна в летнем душе. Рома, нашла самоклейку. О. Ой, какие у нас хосты. Посмотрите, какие у нас хосты. А та зацвела прям. Да. Наконец-то. Ей больше водички просто достается. Дело в том, что у нас бак в летнем душе, он протекает. Да. Мы в этом году все хотели его заменить, хотели, у нас даже есть что и чем заменить, но так и не этот. Протекает понемножку и, так сказать, капельный полив. Он так кап, кап, Да, кап, и так целый день. И в итоге вот такая красота. И мы еще поливаем периодически. Нам, кстати, еще, знаешь, Рома, советовали сделать тут небольшую отмостку, потому что, видишь, вот мы поливаем, и все вот капает Да. на кирпичики. Ну, Может, и подумаем. сделаем. Да, Да. в следующем году. У нас уже столько опять планов на следующий год. Хотя бы успеть эти сделать планы. Хотя бы окошко успеть заклеить. Рома, ты, кстати, заметил, что у нас с тобой этот ролик посвящен, скажем так, в этом видео мы пустили в ход все те стройматериалы, которые нам уже не нужны, но они лежат без дела. Остатки все до сладких. А Остатки красиво, роскоши. глянь, будет, да? Да, симпатично. А ну да, я примерю. Мгм. А ты посмотри издалека. Да, это будет намного симпатичнее. Ну, 2 штуки, да, получается? Раз и 2. Да, на 2 окошка. Вырежем аккуратненько. Давай. Телеграм. Кстати, в телеграм-канале нам тоже одна из подписчиц такой вариант самоклейки показала в полоску, как жалюзи. Очень красивый. Ну, у нас уже есть самоклейка. А так, конечно, я, поставлю, покажу, какой вариант. Очень тоже классный. Если кому-то нужно преобразить свои старенькие окошки, то берите на заметку. Да. Ну, а мы делаем из того, что Да. есть, да? Вначале я его вымою, потому что я прям взяла чистящее средство с собой. Сначала просто водичкой и мокрой тряпочкой, да? А я примерно давай сейчас отрежу. Ага. Хотя бы одно вырежу. Угу. Так, сейчас так примерно, а потом уже будем подрезать Да. конкретно. Чикс.
Я пытаюсь отмыть вот эти вот капельки белые, а они-то с той стороны. Думаю, что мы тут таким красили белым? Почему капли здесь? А нет, это с той стороны. Мылом покрасили, да, с той стороны? В летней душе есть еще одно окно. Здесь сбоку оно большое, и мы пока его не трогаем, потому что здесь нет стекла. Везде стеклышки есть, а здесь нет. Нам посоветовали приобрести специальный диск по стеклу. Рома его заказал. Надеемся, что у нас получится работать с этим диском. Мы вырежем стекло, у нас все получится, и тогда мы тоже его обновим, приведем в порядок, и будет красота. Ну что, наше окошко немножко посвежело после такого обновления. Хотя, как я всегда говорю, старое никогда не будет новым. Но, по крайней мере, в таком виде оно нам нравится намного больше. Да, выровняли наши бордюры. Если не по краю, то я даже могу прыгать. Ага. Очень хорошо. Мы чуть-чуть позже еще очень красивенько сделаем такой специальной крошкой. Но это покажем, может быть, через видео или два. А в следующем видео мы будем утеплять дом. Так что прощаемся с вами ненадолго. И не только утеплять, а еще красивенько тоже отделаем. АМК. Да. Так что, друзья, всем мира, добра, крепкого здоровья, побольше вдохновения и, конечно же, много счастья. Увидимся в новом видео. До новых встреч. Пока-пока. Пока.